Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Сегодня отвечаем на ваши вопросы, почему я сейчас не использую молочные коктейли для обработки растений против заболеваний. И вопрос еще в том, почему я не использую эти коктейли для подкормки растений. Но вот такой сложный вопрос. Мы очень долго, много лет использовали молочные коктейли. И именно с молочного коктейля начинали самую первую обработку против болезней, и это была подкормочка. В нее входили 1 кофейная ложечка. Пожалуйста, не записывайте это, потому что сейчас совсем другие нужны пропорции и препараты. Давайте я просто вспомню. Это была всегда первая обработка. Их было несколько, но тогда были как раз, мы выбирали погоду, когда было прохладно. Итак, борной кислоты брали кофейную ложечку, разводили в горячей воде отдельно баночки, там грамм где-то 100 водички, 100 миллилитров. Затем добавляли марганцовки чуть-чуть на конце ложечки. Затем добавляли молоко и 30 капель йода и маленькую ложечку мочевины. И вот это все перемешивали. Это была прекрасная защита. Это было обычно май месяц. В мае месяце обрабатывали картофель, томаты, баклажаны. И это все хорошо работало. Но это всегда было при прохладной погоде. И второй раз мы обрабатывали молочным коктейлем уже без использования борной кислоты. Здесь мы использовали тот же йод 30 капель, использовали молоко 400 миллилитров и марганцовку на кончике столовой ложки. И мочевина шла как подкормка и защита, 1 столовая ложка вот на 10 литров воды. Это все я вам рассказываю про 10 литров воды. Готовился отдельно в баночке коктейль, и вот этот коктейль мы использовали. Что это нам давало? Ну вот борная кислота, йод – это те элементы, которые защищали, да, и марганцовка, защищали наше растение от грибковых заболеваний. А молоко являлось вот этим соединительным, мягким, смягчающим средством, которое как раз смягчало, и вот эти все элементы постепенно проникали в листики, и те, кто должен был бороться с спорами грибковых заболеваний, они, естественно, эти грибковые заболевания уничтожали, споры грибковых заболеваний. Молоко, кроме того, что это было смягчающее средство, это еще и куча питательных веществ. Ведь это основа жизни. Здесь и кальций, магний, натрий, фосфор, калий, хлор, сера, плюс соли. Это фосфаты, цитраты, хлориды. Здесь, кстати, кальций, легко усваиваемая форма, сбалансирована с фосфором. И микроэлементы здесь, смотрите, какие: железо, медь, марганец, йод, кобальт, молибден, фтор, алюминий, селен, олово, хром, свинец и другие. В молоке все они связаны с оболочками жировых шариков. Вот, особенно железо и медь, казеином и сывороточными белками. Здесь, кстати, витамины С, В, Е. То есть молоко нам давало возможность получить прекрасный, мягкий, защитный такой раствор, защитный коктейль, и мы его активно использовали. Еще в этом растворе мы использовали йод. Что такое йод? Это из аптечки, вот этот пузырек. Аптечный раствор йода – это 5% спиртовой раствор йода. И он используется для дезинфекции кожи вокруг повреждения. Это мы обычно так делаем. Или сетку для того, чтобы нагреть свое тело при простудах. Биологическая роль йода – это элемент, который относится к микроэлементам и присутствует во всех живых организмах. И, кстати, не только в человеческом теле есть, но и есть он в многих растениях. Но все зависит от того, в
в какие соединения есть в почве и в воде. Там, где ближе к морю, естественно, там больше йода. Чем дальше от моря, горам, там меньше йода. Там вообще бывают регионы, по исследованиям, вообще отсутствует йод. И вот этот элемент тоже очень важный, это антисептик. Ну, идем к борной кислоте. Я просто сейчас еще раз характеризую вот эти элементы вот этого коктейля для того, чтобы объяснить, почему мы не используем сейчас и почему это было важно тогда. Давайте еще борную кислоту здесь рассмотрим. Борная кислота, формула H3, бор О3. Это слабая кислота, соединение бора, водорода и кислорода. Это тоже, как и йод, антисептик. Его тоже, кстати, используют у нас в аптечной, есть вот этой аптечной шкатулке, лечатся порезы, ожоги, прыщи, разные вот способы использования есть борной кислоты. Это, кстати, и инсектицид. Его используют против тараканов, термитов, блох. И именно борная кислота относится к 4 классу опасности вредных веществ. Бор – это слабая кислота, повторяю еще раз, но это кислота. Анионы бора хорошо удерживаются глинами и органическими веществами. В кислых и нейтральных почвах бор адсорбируется кислородными и гидроксильными радикалами на поверхности алюмосиликатов и включается в их межслоевые или структурные позиции. Это информация из учебников химии. Идем дальше. Что такое борная кислота? Слабощелочные почвы крепко удерживают бор. Повышение pH более 7,5 единиц существенно уменьшает доступность этого элемента, поэтому известкование кислых почв иногда провоцирует дефицит бора. Я вот на это очень хочу обратить внимание, чтобы вы тоже понимали, что вот если вы используете известкование, то тоже бора будет мало для ваших растений. Ну вот я назвала вот эти основные элементы, которые находились в этом молочном коктейле. Там еще есть тоже антисептик марганцовка, небольшое количество. И вот это все вместе нам помогало работать против заболеваний и подкормочку давали. Но с того момента, когда начались изменения, переход из эпохи рыб в эпоху водолей, начали происходить какие-то странные вещи после этих обработок. И это мы заметили буквально пару лет назад. Даже 2 года еще назад мы пробовали это в мае месяце делать такие обработки. Для картофеля это было нормально, а вот помидоры пострадали. И пострадали они от того, что вот это сочетание и количество борной кислоты, вот эта 1 кофейная ложечка, это оказалось слишком большой концентрацией. И при этом цветочки вместо того, чтобы у нас было опыление, они сгорели. В этом году уже я получила информацию из наших источников, это подписчики наши, это зрители, они тоже увеличили дозу и при опрыскивании помидоров получили вот такую реакцию растений, когда просто растения, цветочные кисти сжигаются, цветочки осыпаются и растение угнетается. И поэтому мы ушли от этого коктейля и перешли к использованию обычных, есть органические такие обычные элементы питания. У нас есть такой доступ, кстати, и в других странах уже есть такие препараты, я видела, их по-разному называют, но в основе там, допустим, есть бор, ищите этот бор. Есть другие элементы питания, которые нужны для того, чтобы опрыскивать растения, особенно томаты и сейчас все посленовые, для того, чтобы запустить этот процесс жизнедеятельности. Он очень важен и очень нужен нашим растениям. Так вот, при изменении теперь очень активно пошел переход Земли, всей материи, естественно, из одной эпохи в другую. Естественно, меняется все, особенно меняется материя.
А материя – это то, из чего мы состоим, то, из чего состоят растения, почва, вода. Я наблюдаю, как меняется почва, особенно у нас, после дождя. Это настоящее стекло. Снова же отвлекаюсь, но я вам подсказываю, как искать вот эти окружающие моменты, которые подсказывают нам, все меняется. И вчерашние способы вам не подходят. Ищите новые, и они предоставляются. Инструменты всегда предоставляются, нужно только попытаться их найти, поискать. Вот тоже молоко, смотрите, здесь кальций в форме, которая легко усваивается. Возможно, я еще не пробовала, но если попробовать, мы сывороткой обрабатывали наши растения с йодом, ну вот тоже не очень хорошие результаты стали получать вот года 3 назад, и я завершила обработки вот этим раствором. Мы перешли к биопрепаратам. Неспроста сейчас очень активно идет разработка биологических препаратов. Это не химия, это естественные, природные, какие-то микроорганизмы, бактерии, которые вокруг нас есть, только их собирают в большом количестве. И вот эти бактерии, мы их растворяем и используем для защиты растений. Поэтому, когда есть триходермин, хотя бы триходермин, а еще плюс, я знаю, что у многих есть, фитодоктор, именно о нем мне рассказывали наши зрители, подписчики, а также есть гаупсин. Есть какие-то другие, тот же фитоспорин, но фитоспорин слабее, я тоже им пользовалась, он намного слабее, если большую дозу разводить уже темный получается, какое-то воздействие все-таки по опрыскиванию по листьям дает, но там есть снова же нюансы, если это свежие фитоспорины с добавками какими-то. Но сейчас доступа к таким препаратам свежим нету, по крайней мере у нас они исчезли. Но, возможно, есть в других странах, ищите, увеличивайте дозу. Вот биопрепараты, увеличение количества вот этих микроорганизмов, невидимых наших помощников, но абсолютно не влияет на растения. Зато влияет на растения сейчас борная кислота. И вот эта тема возникла, и вопросы возникли именно после того видео, когда я вам рассказала, что сейчас нас ожидает и уже начался вот этот процесс вершины гнили. И если не будет обработок кальцием, бором, ну, если нету бора, борной кислоты, то получится, что вот эти заболевания растений, особенно томатов, и это, кстати, и на перце, и на баклажанах наблюдается, будет приводить к тому, что вы будете терять урожай, и не только урожай, а будет теряться и здоровье растений. Поэтому ищем то, что можно достать, доступные элементы, которые есть. Но аж если будете использовать борную кислоту, то мы брали кофейную ложечку, вот этот коктейль. Причем это кофейный коктейль, здесь и молоко было. А нужно сейчас уменьшить до половины вот этой маленькой кофейной ложечки. Не увеличивайте. Идет сейчас сильная жара. Сильная жара, в это время практически обработки не работают, потому что растение от этой жары, от этого зноя само пытается выжить. А уж воспринимать вот эти элементы питания очень сложно, поэтому заранее до жары, на недели-две, там уже будут все равно какие-то моменты, когда будут осадки, циклоны приходить. Вот эти моменты мы используем для того, чтобы вот эти подкормочки, обработки проводить. Причем у нас есть органические вот эти элементы питания, и мы можем проводить их и в такое время. Но все равно стараемся защитить наши растения даже в такое знойное время от того, что вот нужно им усваивать вот эти элементы питания в маленьком количестве через листья, и все равно нужно беречь наши растения. Вот такое у меня сегодня эмоциональное выступление, ответ на вопрос, почему мы перестали использовать молочный коктейль, а также растворы с сывороткой для защиты наших растений. Я вам объяснила, время другое,
а другое время требует новых подходов. И то, что было когда-то, его уже никогда не будет. На то и Творец. Творец в наших сердцах, он всегда в процессе эволюции, в процессе поисков нового чего-то. И никогда нету возврата к прежним каким-то способам, которые когда-то работали. Как, например, по-прежнему еще кто-то соблюдает вот эти мужские и женские дни, которые когда-то еще по сколько сто лет назад вел еще император, римский император Константин. Это же такое интересное событие, когда мне вот присылают письма, вот как же так мы не соблюдаем эти дни. Да это уже настолько сказка, которая уже не работает давным-давно. Точно так же мы будем с вами вспоминать о том, как мы когда-то использовали коктейль. Вот этот молочный коктейль для защиты растений и для подкормок. Мы придем к совсем новым соединениям, к новой защите, к новым методам. Будут еще и другие, я их уже ощущаю, пробую. Энергетические защитные средства, но это работает только если человек внутри спокоен, гармонизирован и настроен в этой гармонии постоянно с землей, с собой внутри себя, с землей, с растениями, тогда это работает. Ну а пока сейчас идет время, когда Уран находится в Тельце еще несколько лет, заставит, хотим, не хотим, заставит каждого. Или же мы начнем перестраиваться, использовать новые способы, новые элементы для того, чтобы выращивать и растения, и защищать растения, а также для своего здоровья, для здоровья земли, почвы, воды, по-другому, просто-напросто уже дальше мы бы дошли бы до последней точки, если бы нас не остановили и не останавливали вот эти все события, связанные с экологией, с природой и с окружающей действительностью, которая вот все старое разрушается, просто разрушается на наших глазах. Будьте добры, я надеюсь, вы поймете, те, кто очень занят и хочет, кстати, это прошлое, происки прошлого, быстро, 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 все увидел, все записал, сделал, не получилось, неважно, я же сделал, как кто-то сказал. Думать надо, изучать, учиться, учиться, учиться каждый день, каждый миг нашей жизни. Творец в наших сердцах желает эволюции, желает изменений, желает нового, и дается нам всегда, я знаю точно, инструменты для того, чтобы мы вот это новое получили, испытали и двигались вперед к новым вершинам, к новым растениям, к новым урожаям экологически чистых плодов и ягод. Раиса Горяченко, Александр Волик подготовили сегодня вот такой пространный ответ на вопросы о том, почему не используем борную кислоту, почему не используем йод, марганцовку, но в основном это борная кислота и йод. И почему мы не рассказываем о том, когда мы будем проводить опрыскивание молочным коктейлем. Не будем уже проводить. Мы уже идем по новому пути. А вы как хотите, идите с нами или же идите своим путем, пробуйте, испытывайте, теряйте, находите. Это ваш личный путь, и мы уважаем его. Прощаемся с вами. Мира и добра вам, гармонии. И самое главное, чтобы у вас было здоровье, здравие вашему телу, здравие вашей душе, здравие земле, здравие растениям вашим. И до новых встреч на нашем канале. Пока-пока!